Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз. Ближайшие события. Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте узнаем, каковы ближайшие события. Или кто или что спешит в вашу жизнь. С чем это будет связано? Возможно, это и новости, информация, у кого-то документ. Возможно, и человек. И узнаем знаки судьбы, достанем такие карты на неделю, что вам хотят передать, сказать высшие силы, на что обратить ваше внимание. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то все же подсказки вы получите. Переложите на метафору карт события своей реальной жизни и, может быть, просчитаете какой-то пазл или решение у вас найдется по тому или иному вопросу. Одним словом, будет полезен наш расклад. Итак, смотрю я, смотрите и вы, мои дорогие весы. Складывать не буду, но вот значение ножа. Это, знаете, у кого-то могла быть ссора с конкретным человеком. Может быть, и близким человеком. Или пусть это даже не ссора, такая вот явная, да, будем говорить. Когда какое-то недопонимание или ваше недовольство. Или есть какая-то тема, которая вас беспокоит, но вы с чем-то не согласны, мои дорогие. Давайте раскроем дальше. Какую палитру перед нами прояснят карты. Вы знаете, у кого-то вот книга, да, и книга в этом пасьянсе, это у нас означает высокие инстанции, учреждения, какие-то согласования. Может быть, вы получаете какой-то документ, но этот документ вам, допустим, не дает каких-то приоритетов в том формате или ключе, как вы этого ожидали. Или вам приходится отправиться к чиновникам. И чиновника, кто так себя не очень ведет, как вы бы этого хотели, и вы уже на пределе своей дипломатии, вы с чем-то не согласны. Может быть, и прежняя какая-то история, когда вы не смогли оформить какой-то документ. И пусть это даже у кого-то в личной жизни, у кого-то это по работе, но тогда из прошлого вот эта история – либо она может возобновиться, либо каким-то образом напомнить. Давайте мы раскроем, что нам скажут еще. И вы знаете, это как жизненный опыт, потому что у вас совпадает крест. Ну, это как нам по судьбе. Вынуждены, как будто мы были, столкнуться с какой-то историей. Видимо, в эту неделю вы понимаете, может быть, вы выводы какие-то важные делаете, или так как вы действовали прежде, вы уже действовать не будете. Вполне вероятно, у кого-то это могут вопросы, знаете, касаться работы или учебы, несколько в ином контексте, когда вы хотите для себя, к примеру, что-то изучить, и вы ищете и информацию, или куда пойти учиться, или какой конкретно навык мне обрести для того, чтобы чувствовать себя более уверенным, быть востребованным на рынке труда. И тогда что-то вы можете отметать, от чего-то вы можете отказываться. Здесь ведь может проиграться и банально какой-то ваш отказ. Вы чем-то прежде занимались, а теперь вы говорите: нет, я уже туда больше не пойду. Это направление для меня неинтересно, я в этом ставлю точку. В любом случае, ну, значит, какой-то такой опыт, может быть, или даже какие-то прежние ошибки, это вам все равно полезно, потому что по судьбе все равно какая-то победа. Может быть, вы видели вы продолжение какого-то конкретного дела в одном ключе, а тут понимаете, нет, тут как-то все по-другому, не все однозначно, вот хочется так сказать. Ладно, посмотрим, что еще. Любовь. И у нас закончилась ретроградность. Последний как раз аккорд нам Венера создала, да, 13 числа, когда вышла из ретро-движения, теперь она в прямом движении. И это ваша планета-управитель. Я могу предположить, что некоторые вопросы, согласования, документы, все то, что касается вопросов отношений,
денег, работы и документов. Вашего дома, кстати. Теперь может развиваться в некотором другом ключе. Но вы за предыдущий период уже изменились. Вы уже какие-то выводы сделали. Может быть, вот именно этот пункт проиграется так, что вы изменились, а тот человек, если мы говорим личная жизнь, который вас привык видеть в каком-то одном формате, свете мы говорим, да, он по накатанной колее как раз пытается еще раз какой-то реванш взять или возобновить, к примеру, отношения. Может быть, это опять же касается работы, учебы, а вы уже за это время изменились. Вот действительно, вы на этой неделе можете это как знак судьбы в себе прочувствовать такие энергии, что, ну надо же ведь и правда, вот прежние ситуации меня или чему-то научили, или я в своей жизни не хочу какого-то повтора, я иду дальше, но ваш вот этот жизненный путь, он отличается от того, что вы думали прежде. Или вот вы теперь, сегодняшний вы или сегодняшняя, уже отличаетесь от тех, кем вы были вчера. А люди вокруг вас, они еще не успели перестроиться. Они вот еще пытаются с вами как-то взаимодействовать в том формате, который для них привычнее, или как они вас представляют. А здесь перемены, глубокие, скорее всего, перемены произошли действительно в вас самих. Это вы идете к своей победе. Посмотрите, вы идете к солнцу, мои дорогие. Ну, наверное, на пути к солнцу здесь нужно быть осмотрительным. Почему? Сейчас скажу. У вас совпадает дерево или листва, вот эта, которая изображена нам на картах. Это некоторый период ожидания. Или, я бы сказала, неспешности. Может быть, это связано с документами, когда вы понимаете, ну да, как бы не хотел, быстро что-то я тут не сделаю. Я не вижу, что вы по этому поводу печалитесь. Или вот по вынужденному ожиданию. Тут, значит, у вас идет какая-то конкретика. И если, кстати, по отношениям, вот я сказала, вполне вероятно, что так для кого-то проиграется, человек возвращается. Лебедь – это любовь. И вроде бы солнце, вам что-то приятно. Значит, ваш адрес будут комплименты какие-то. Или кто-то пытается завоевать ваше сердце, но вы куда-то не торопитесь. Либо прежний какой-то грустный опыт вас уже вынуждает не торопиться. А может быть и желания нет, я такое тоже могу допустить. Здесь у каждого по-своему. Но одно я могу сказать точно. Вот эти глубокие разочарования вам и самим хочется оставить быстрее, как позади, закрыть в прошлое дверь. Да и прошлое это тоже от вас пытается оттолкнуться, мои дорогие весы, открывая перед вами совершенно иные горизонты. Это новое качество жизни, это счастье, это радость. И это будет для вас вот какая-то тема. Вы с ней можете определяться, как и по учебе, все то, что я говорила, как и по работе. Тут тоже некоторые подвижки, просто у каждого тут свое. Но, может быть, где ваша победа, вы видите более четко, конкретно. Но вы вообще тут немножко продуманы, более продуманы, нежели вас охватывают какие-то эмоции. Вот я могу сказать больше холодности, несмотря на то, что вокруг как раз к вам проявляют знаки внимания, а вы словно можете закрываться от людей, несмотря на то, что обстановка-то как раз вокруг вас более чем неплохая. Но, повторюсь, наверное, какой-то прежний опыт. Или теперь вы поменялись, теперь ваши интересы несколько изменились. И то, что чем вы горели словно, прежде отгорело. То, что болело, может быть, прежде отпустило. И теперь новое качество жизни в новом формате. Вот такой может быть ваш внутренний настрой. Смотрю, пока с вами разговариваю, что у вас еще может совпасть, потому что в нашем пасьянсе мы можем сложить карты по горизонтали, так и по вертикали, именно расположенные в крайних рядах. Но, откровенно говоря, все то, что я пересмотрела, я не вижу пока совпадений. Сейчас еще пересмотрю. Что я могла пропустить? Нет помех. Вот, наверное, это немаловажное такое дополнение, когда вам никто и ничто не мешает. Теперь выбор за вами. Теперь выбор делаете вы сами. Может быть, это теперь кто-то ждет, когда вы сделаете выбор. Вот я, кстати, такого не исключаю. Какая теперь будет вами выбрана стратегия и тактика. И кто-то может ждать конкретно от вас и ответа. Может быть и так.
Но я так и не вижу пока, по крайней мере, по картам пасьянса, что вы торопитесь дать этот ответ. Это вы можете выдерживать специально какую-то паузу. Хорошо. Что или кто спешит в вашу жизнь? Мои дорогие весы, давайте узнаем. Весы должны быть счастливы. Для вас вторая половина 2025 года должна открыть, пусть это астрологические, какие-то совершенно новые, как и грани сотрудничества новых людей, переезды, путешествия, ну вот какой-то жизненный драйв совершенно в другом ключе. Понятно, от нас зависит. Если мы настроены на то, что никуда я не пойду, никуда я не поеду, вот меня тут все устраивает, и хочу, чтобы ко мне прошлое что-то вернулось. А здесь нет. Вот если мы на что-то готовы внутренне, тогда и жизнь перед нами эту палитру раскрывает. Или как музыка жизни в новой тональности, в мажоре, не в миноре, мои дорогие. Итак, кто или что спешит в вашу жизнь? Первая карта. Знаки судьбы. Вторая карта. Что вам хотят сказать высшие силы, что вам нужно услышать, на что обратить внимание. Следующие две карты, которые мы достанем, к чему же все идет, кто или что спешит в вашу жизнь и к чему идет, какое продолжение следует, знаки судьбы, какое продолжение следует или к чему все это идет. И по основным сферам жизни, сфера ваших достижений, работы, учебы, документов и денег. Личная жизнь и любовь. Кто или что спешит в вашу жизнь. Судьба, мои дорогие, карта Иерофант и как раз карта Креста говорят о том, что вот этот путь наверх. Но это все то, что я сейчас говорила. Просто аркан подтверждает. Здесь действительно старший аркан, и когда старшие арканы выпадают, это те события, которые вокруг нас. Это то, что мы не можем изменить. Но вот какой-то более прочный фарватер, он у вас просматривается. Или вот эта лестница наверх, вы ее видите. Или вы видите, каким образом осуществить ваши намерения. Вообще эта карта, это как ключи в ваших руках. Потому что Иерофант — это всегда ключи. Нам показан счастливый человек. Вот у вас дорога к счастью, дорога к солнцу. Само счастье, солнце спешит в вашу жизнь, если мы спросили, кто или что. Хотя я могу такое допустить. И какой-то человек может пытаться спешить в вашу жизнь. Может быть, и в реку войти дважды попытаться. Но каким-то образом это вам по судьбе. И по судьбе это не значит, что мы идем под венец. Хотя карта Иерофант вот как раз может проходить и бракосочетание. Увы, у кого-то бракоразводные процессы. Но это в конечном итоге, значит, мы как освобождение получим. Может быть, их была какая-то длительно затянувшаяся история, которая не просто набила оскомину, а уже измотала, достала, хочется быстрее завершить, поставить точку и словно свободным налегке идти дальше, строить, может быть, новые отношения. И у вас это тоже, мои дорогие весы, завершается. Момент перехода где-то между прошлым и будущим вы можете ощущать на этой неделе. И вот эту цикличность как по судьбе. И помните, самое главное, что перед вами по солнцу открываются новые возможности, и вы должны быть счастливы. Знаки судьбы. Что вам нужно услышать? А вот правда, вот на эту неделю, может быть, и быть несколько на своей волне, или быть вот таким человеком, который себе желает счастья. Вот просто оттолкнуться от того, что мы себе хотим счастья. И тогда некоторых персонажей мы не наделим теми качествами, которыми они не обладают. Или мы не согласимся на какие-то двойственные отношения. Или мы не пойдем в том направлении, опять же, в силу вашей дипломатии или в силу того, что мы хотим, ну вот чтобы всем было хорошо вокруг нас, чтобы была какая-то гармония, да, или был какой-то такой видимый порядок, вот именно видимый. Потому что по пажу чаш, с одной стороны, знаки судьбы. Это прекрасная карта на хорошее настроение. Или карта говорит, не просто знаки, или знаки будут не просто в контексте одной недели, а что вот это хорошее настроение, радость, позитив, ты должен продолжить как минимум на полгода по аркану Солнца. А здесь все-таки есть еще и второй момент, все-таки паж, незрелость каких-то отношений. И вам это важно тоже увидеть. Может быть, человек сам по себе, неважно какого возраста. Могут быть и достаточно зрелые люди, но ведет себя как ребенок.
Вот какая-то незрелость есть в человеке, и это будет говорить, что у кого-то это в личной жизни, ну, действительно, возвращение каких-то прежних контактов или человека, я говорила по картам пасьянса, когда пытается в реку войти кто-то дважды, действуя вот как прежде. А вы уже знаете, все ужимки и прыжки вы можете, ну, как в басне Крылова, просчитать этого человека, вы видите его насквозь. Может быть, и кто-то, как новое знакомство. Одним словом, эта карта дает хорошее настроение, которое, без сомнения, должно быть продолжено. Позитивный какой-то настрой. А может говорить еще и о том, что новые люди начнут приходить в вашу жизнь. Но вот с приходом новых людей или с возвращением старых мы не должны замечтаться. Почему? Нам показан молодой человек, который мечтает, но почему-то пустая чаша. И свинка, поросенок, с крыльями, мои дорогие, и мы знаем, что свиньи не летают. А пустых чаш, когда мы словно остаемся у разбитого корыта, но вот такое мы должны исключить. Какой-то прежний Его Величество опыт вам помогает не повторить прежних ошибок. Или, мои дорогие весы, не быть доверчивым и наивными. Вот такие знаки судьбы. Но не забегай вперед, говорит эта карта. Прими, может быть, доброе расположение к себе. Или, если кто-то с тобой настроен на диалог, подумай, нужен ли тебе этот человек, есть ли там твой интерес. То есть подойти все-таки более прагматично к этому вопросу или каким-то контактам, позволить себе вот это вдохновение, как будто его продлить, да, но при этом не строить грандиозных планов. Давайте посмотрим, к чему же это все идет. Ух, не достала первую карту, ну ладно, а вот это идет к какому-то празднику. Или когда вы, продолжая какие-то контакты, узнаете правду о человеке. Иногда, конечно, тройка пентаклей говорит о том, что любовный треугольник, ну, понятно, это не для всех проиграется, не всем это актуально. Поэтому больше в этой колоде это карта праздника. Продли вот этот праздник, продли хорошее настроение, и для тебя это сейчас именно твое вдохновение очень важно. У тебя сейчас идет какая-то перезагрузка, и для тебя, прежде чем ты с чем-то определишься, тебе нужно отстроить, словно, ну, как в ментальности, концепцию собственного благополучия, чтобы и не упустить чего-то, но и себе самому не навредить. Вот таковы знаки высших сил, как знаки судьбы. Давайте первое положение по карте Иерофант. К чему все идет? А ведь и правда какое-то возвращение. У кого-то по работе. Или, может быть, это какой-то проект, которым вы горите. Вот тогда тут будет со знаком плюс. Потому как это все же сфера наших достижений, жезлы, дела, работы, бизнес и деньги. Это вы можете загореться каким-то проектом, и это будет как судьбоносное начало, кстати. Почему начало? Потому что король жезлов – это карта харизматичного лидера. Но, мои дорогие весы, надейтесь сами на себя. А если это из каких-то контактов, или, может быть, даже и новых контактов, правда, замечтаться нельзя. Почему? По королю жезлов нас способен какой-то человек именно вдохновить. Или быть каким-то идейным лидером, словно ментором, коучем, может быть, личным психологом. Он нас конкретно настраивает на более позитивное отношение к жизни. Но делать он за нас ничто не будет. Или, если мы перекладываем на конкретную личность, и личные, может быть, отношения, может быть, есть у кого-то контакты с подобным человеком. Но если мы по астрологии, это стихия огня, Овен, Лев, Стрелец, или асцендент, или пусть вообще тут не про астрологию, просто человек в таких энергиях находится. Вы же можете этого и не знать. Но то, что он транслирует, он не готов переходить к действиям. Нет. Ему тоже нравится где-то драйв, ему нравится отдавать команды, что-то пообещать. Но, опять же, когда вопрос доходит до конкретных действий, активности, там его нет. Поэтому не замечтаться и надеяться на себя, это будет важно. Но и к чему идет? Все же какие-то контакты, я вижу, могут быть продолжены, но, может быть, в несколько ином ключе. Или какую-то историю взаимоотношений, которая была или строилась на большем доверии, вы теперь видите, что нет, тут ожидать нечего, но есть ваш интерес. Просто интерес такой прагматичный или денежный. Может быть, действительно какие-то вопросы по финансам вас связывают с человеком, а у вас уже открылись глаза на него.
но тем не менее интерес финансовый есть, что-то будет продолжено. Ну и тогда я могу даже допустить, что вот эти важные выводы по поводу человека вам словно необходимо было сделать как по судьбе. Снять розовые очки, может быть, и так. Но для вас сейчас открываются какие-то новые возможности. Как и праздник, так и более в реальной позиции видеть, как вы можете взаимодействовать с тем или иным человеком. Или чем может быть вам полезен тот или иной человек. Такое тоже могу допустить. Давайте посмотрим. Сфера ваших достижений. Четверка жезлов. Праздник после победы. Правда, праздник будет. И победа какая-то, она у вас есть. Может быть, это решение какого-то вопроса для вас. Может быть, как согласование по части вашего дома. Все-таки четверка жезлов. Это как 4 столпа. Это и уверенность, это и надежность. Это и действительно, вот как судьба, иерофант, знак креста, мы с чем-то определяемся. И, знаете, более рационально вы будете в эту неделю, вам захочется именно что-то продолжать в сфере ваших интересов, не чьих-то там, или не каких-то лидеров, а именно то, в чем вы видите для себя вот это солнце. Вы с чем-то определяетесь на долгий период жизни, но в эту неделю здесь для вас будет много позитивных моментов, мои дорогие весы, и ваша задача из этих возможностей выстроить совершенно новый фарватер вашей судьбы. И да, в небесном расписании там что-то предопределено, но вам сейчас словно высшие силы показывают, для чего тебе были нужны отношения, или в каком направлении тебе стоит двигаться, может быть, какую работу искать, или какие навыки в себе развивать, какой вид творчества для тебя принесет не просто вдохновение, а еще и материальную выгоду. Иерофант нищий не бывает, и есть вопросы финансов, и есть вопросы достатка, и они в целом охватывают все интересы этой недели. Поэтому, может быть, и вы более прагматики, более холодно. Раньше вы горели, буквально пылали каким-то проектом, ну или эмоциями по отношению к конкретному человеку, а теперь нет, вы видите в другом ключе. Но праздник после победы будет, и победа тоже. Личная жизнь. Ну, вы ставите себя на первое место, правда? У вас выпадает пара. И поэтому как король жезлов, так и королева жезлов, это все же какая-то личная история, она присутствует. Но мы рассматриваем карты по энергетике и по значению. Поэтому, несмотря на дуальность, на то, что нам про пару, это все же разная энергетика у короля и у королевы. Так вот, если король у нас харизматичный лидер, который может вдохновлять, обещать, командовать или приказы раздавать, что нужно делать так, а вот так как-то вот по-другому делать не нужно. Да, вдохновить у нас может, заразить своей энергией. И у нас достаточно жизненных сил, активности. Вот в это все в положительном ключе. Но королева жезлов, здесь другой опыт. И не всегда радостный. По королеве жезлов, по преданию, ее жизнь несколько раз опускала на колени. Она несколько раз буквально лбом сталкивалась из-за своей доверчивости и наивности, как и с людьми, так и с разными житейскими ситуациями. В результате она научилась хранить молчание. Она теперь никому ничего не обещает. Она теперь очень грамотно выстраивает все контакты. Она теперь очень грамотно умеет взаимодействовать и распоряжаться с деньгами. И вот этот черный кот, который всегда в большинстве карт присутствует рядом с королевой, нам говорит о том, что вы никогда не узнаете, что же она задумала. И она умеет хранить тайны как и свои, так и чужие. Она умеет работать с информацией, но она на своей волне. Это карта ресурсного человека. Поэтому я не могу сказать, хотя я уже несколько раз в течение нашего расклада говорила, что да, у кого-то будет присутствовать именно личная история. Но все же это карта самодостаточности, а впереди еще и победа. Поэтому это ваши личные планы. Не обязательно про любовь, а именно как ваша какая-то реализация. Может быть, и вопросы жилища или места пребывания вы будете просчитывать. У кого-то это может быть и вопросы переезда тоже. И здесь у каждого своя концепция. Но самое главное, я не хочу себе навредить. Вот, пожалуй, это как и подсказка, можно сказать, и знак судьбы, потому что прежний какой-то опыт
который строился на доверчивости или на большей лояльности. Здесь вам либо обстоятельства, либо некоторые персонажи вашей жизни открыли, что, ну нет, не все люди братья, или не все золото, что блестит, но есть какие-то вами сделанные выводы. И вот теперь, пройдя какой-то путь проб и ошибок, вы становитесь сильнее, и вам пространство высшей силы помогают правильно для себя расставить приоритеты. Солнце, дорога к солнцу, мои дорогие, и это как знак судьбы. Вам отсюда только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.